Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот интересные, яркие и очень простые слитки. Данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков, так, чтобы вы смогли их связать на любой размер ноги и из любой пряжи. А сейчас в мастер-классе эти слитки я буду вязать из пряжи Alize Superlana Maxi. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин «Пряжа Су». И для всех моих подписчиков данный интернет-магазин дарит скидку 5% по промокоду, который сейчас подпишу вам на экране. Поэтому обязательно заглядывайте на сайт интернет-магазина «Пряжа Су» и к рождественским и новогодним праздникам порадуйте себя приятными покупками. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров. Пряжа идет толстенькая, за счет этого слитки вяжутся быстро и просто. И для вязания этих слитков я буду использовать круговые спицы, диаметр спиц 4,5 мм. И теперь для того, чтобы связать эти слитки на какой-то определенный размер ноги, мы должны знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. И, как я сказала, сейчас в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. И если посмотреть по таблице, это у нас будет соответствовать 23,5 сантиметров и, соответственно, 24,5 сантиметров. Теперь, смотрите, мы должны взять размер нашей ноги в сантиметрах. Я сейчас возьму среднее значение между двумя этими цифрами. Это будет у меня идти 24. Поэтому 24 сантиметра. И от этого значения я должна отнять 10%. 10% я отнимаю на растяжение полотна, так как вязаное полотно у нас идет эластичное и хорошо тянется. И это у меня получается 21,6. То есть, смотрите, теперь вот получается ширина вот эта моей детали должна быть равна где-то примерно 21,5-22 сантиметра. Плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будет. То есть вот это ширина. То есть таким образом, если вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей, то вы можете связать небольшой образец просто лицевой гладью и рассчитать, сколько у вас получается петель в 1 сантиметре, то есть высчитать плотность вашего вязания. Дальше получившееся число, то есть плотность вашего вязания, вы должны умножить на ширину детали, которую вы должны получить в итоге. Тем самым вы рассчитаете, сколько вам нужно набрать петель для того, чтобы вы связали слитки именно на нужный для вас размер ноги. То есть это мы рассчитали вот эту ширину. Вот эта высота является постоянной величиной, то есть высота этой детали должна быть где-то примерно 20-21 сантиметр для любого размера взрослых слитков. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки я сейчас буду на круговых спицах 4,5 мм. Длину вы можете брать любую. У меня в моем случае длина 80 сантиметров. Поэтому вот на одну круговую спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 30 петель.
Петли я набрала, и сейчас я должна буду провязать нулевой ряд, и этот нулевой ряд у меня сейчас будет провязываться с изнаночной стороны. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в нулевом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. На протяжении всего вязания последние кромочные петли я буду провязывать изнаночной петлей, и вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас с лицевой стороны я буду приступать к вязанию первого лицевого ряда, но для этого я сейчас должна взять нить контрастного цвета. Поэтому кончик контрастной нити я сейчас просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее начинается раппорт нашего узора. Из следующей вот нашей лицевой петли я должна вывязать 3 петельки, поэтому эту петлю я сейчас провяжу лицевой, далее сделаю накид и еще раз эту же петлю провяжу лицевой. То есть из одной петли я получила 3 петельки, и теперь 3 петли аккуратно с левой спицы снимаю. Далее следующую петлю я сейчас просто снимаю, не провязывая. Рабочая нить у меня остается за работой, то есть по изнаночной стороне. Вот этих сейчас 2 петли и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее я вязание повторяю опять. Из одной петли я должна получить 3 петельки. Лицевая, накид, лицевая. Следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. И опять лицевая, накид, лицевая. То есть из одной петли я получила 3 петельки. Следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. Так мы сейчас самостоятельно довязываем до конца первый лицевой ряд. В конце ряда вот из одной петли я получила 3 петельки. Далее одну петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И это мы с вами провязали первый лицевой ряд. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Кромочную снимаю. Далее вот следующая коричневая петля. Эту петлю я сейчас буду также просто переснимать, не провязывая, но рабочую нить я буду оставлять за работой, то есть вот по лицевой стороне полотна. Поэтому коричневую петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. И вот у нас идут следующих 3 горчичных петельки. Этих 3 петли я сейчас должна провязать 3 петли вместе лицевой петлей. Далее следующую коричневую петлю я снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. И опять следующих 3 петли я должна провязать 3 петли вместе лицевой петлей. Коричневую петлю снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. И опять 3 петли провязываю вместе лицевой петлей, коричневую петлю снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. Так мы вяжем до конца второй изнаночный ряд. В конце второго изнаночного ряда я провязала 3 петли вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Это мы с вами сейчас вместе провязали второй изнаночный ряд. Далее вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы сейчас будем приступать к вязанию третьего лицевого ряда. Но для этого мы с вами должны поднять нить вот нашего коричневого темного цвета, то есть того цвета, которым мы набирали петли.
И сейчас в третьем лицевом ряду первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все петли до конца этого ряда я должна провязать лицевыми. То есть и коричневые петли я провязываю лицевой петлей, и горчичные петли я провязываю также лицевой петлей. Все петли я провязываю лицевыми за правую стенку каждой из вот этих петель. То есть у этой горчичной петельки в моем случае вот правая стенка расположена перед работой, поэтому за переднюю правую стенку горчичную петлю я провязываю лицевой петлей. А у следующей коричневой петельки правая стенка расположена за работой, поэтому за заднюю правую стенку эту петлю я провязываю лицевой. Лицевая, лицевая. Так, вяжем сейчас до конца третий лицевой ряд. Итак, третий лицевой ряд я довязала до конца, и вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию четвертого изнаночного ряда, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее в четвертом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Итак, мы с вами провязали 4 ряда, и теперь мы будем приступать к вязанию пятого ряда. Пятый ряд, по сути, у нас будет провязываться точно таким же образом, как мы с вами провязывали и первый ряд. Единственное, этот наш узор будет располагаться в шахматном порядке, поэтому сбоку я поднимаю нить горчичного цвета, и первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее, смотрите, у нас идет та петля, из которой мы вывязывали 3 петельки. Поэтому сейчас в данном случае в пятом ряду эту петлю я просто снимаю, рабочую нить оставляя за работой, а вот из следующей петельки я сейчас должна вывязать 3 петли. Поэтому эту петлю я провязываю лицевой, делаю накид, и еще раз эту петлю провязываю лицевой. То есть из одной петли я получила 3 петельки. Далее следующую петлю я снимаю, рабочую нить оставляя за работой. И опять из одной петли я вывязываю 3 петельки. Далее одну петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. И опять из одной петли я вывязываю 3 петельки, и одну петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. Так мы вяжем самостоятельно до конца пятый лицевой ряд. В конце ряда из одной петли я вывязала 3 петельки, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Далее я сейчас вязание переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию шестого изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее 3 горчичных петельки я сейчас должна провязать 3 петли вместе лицевой петлей. Далее коричневую петлю, которую в предыдущем ряду мы просто переснимали, здесь также эту петлю я снимаю, не провязывая рабочую нить за работой. И опять 3 петли я провязываю вместе лицевой петлей. Далее одну коричневую петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. И еще раз 3 петли вместе лицевой петлей. Одну петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. Вяжем самостоятельно до конца шестой изнаночный ряд. Итак, я довязала до конца шестой изнаночный ряд. Далее вязание я переворачиваю на лицевую сторону, и с лицевой стороны будем приступать к вязанию седьмого лицевого ряда. Для этого я сбоку поднимаю нить моего темного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой,
И далее в 7 лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Здесь также все петли я провязываю лицевыми за правую стенку каждой из вот этих петель. Лицевая, 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 лицевая. Довязываем самостоятельно 7 лицевой ряд до конца. 7 лицевой ряд я довязала. Вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону и приступаю к вязанию 8 изнаночного ряда. Кромочную я снимаю, и далее в 8 изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Итак, вот я провязала 8 изнаночный ряд. 8 рядов, которые только что мы с вами провязали, и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть сейчас самостоятельно мы с вами должны провязать еще один раппорт узора. То есть повторить наше вязание с 1 по 8 изнаночный ряд включительно. Так, чтобы вот здесь у меня получилось, смотрите, 1, 2, 3, 4. 4 горчичных вот этих наших полос, которые вот у нас образуют вот такой вот очень красивый рисунок. Поэтому самостоятельно провяжите еще 8 рядов или один раппорт узора. Итак, вот я провязала на моей детали второй раппорт узора. То есть всего у меня получилось 4 горчичных вот этих полосы. И теперь мы с вами будем вывязывать центральную часть. Это та часть, где у нас будет идти подошва. Эту часть слитка я буду провязывать лицевой гладью. И смотрите, если в сантиметрах, то есть один край у меня сейчас получается, ну вот примерно 5,5 сантиметров. И теперь смотрите, вот это расстояние, то есть высота коричневого участка, там, где мы сейчас будем провязывать лицевую гладь, от горчичной полосы вот здесь до горчичной у меня сейчас получается равна примерно 8 где-то примерно с половиной сантиметров. Ну и сразу давайте смотрите, общая вот эта высота получается равна 20 сантиметров. Поэтому вот здесь нить горчичного цвета мы можем уже обрезать. Она нам понадобится, но вот не скоро. Поэтому сейчас нить обрезаем. Далее берем коричневый кончик нити, которым как раз таки я сейчас провязала 2 последних ряда. И теперь с лицевой стороны первую кромочную снимаю и далее все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. А с изнаночной стороны также кромочную петлю я снимаю и все петли до конца изнаночного ряда я буду провязывать изнаночными. То есть таким образом мы сейчас вывязываем вот эту высоту нашей детали. Сейчас самостоятельно я провяжу эту высоту, далее посчитаю, сколько это у меня получилось в рядах. Итак, вот я провязала участок лицевой гладью. Это то место, где у нас будет идти подошва. И здесь смотрите, если пересчитать вот от горчичного этого бугорка, вот эти лицевые провязанные ряды, всего здесь у меня провязано, то есть вот до петель, которые расположены на спице, 17 рядов. Значит, вязание я сейчас держу лицевой стороной вверх, и теперь с лицевой стороны я снова начну провязывать вот этот участок нашим основным узором. То есть всего я сейчас должна провязать здесь также 2 раппорта узора. Поэтому я сейчас беру нить горчичного цвета, и вязание я держу лицевой стороной вверх. Кончик горчичной нити я просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию
первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее начинается работа нашего узора. Из следующей петельки я должна провязать 3 петли, поэтому эту петлю я провязываю лицевой, далее делаю накид и еще раз эту петлю провязываю лицевой. То есть из одной петли я получила 3 петельки. Следующую петлю я снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. И опять из следующей петли я должна вывязать 3 петельки. Лицевая, накид, лицевая. Следующую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, за работой. Так мы вяжем до конца первый лицевой ряд. Из одной петли я провязала 3 петельки. Следующую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, за работой. Первый лицевой ряд я довязала до конца. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию второго изнаночного ряда. Кромочную снимаю, далее коричневую петлю, которую в предыдущем ряду мы снимали, и здесь также эту петлю я просто снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой, то есть по лицевой стороне. И следующих 3 горчичных петли я провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей. И опять одну петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. И 3 горчичных петли я провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей. Так мы вяжем до конца второй изнаночный ряд. 3 петли вместе, одну петлю снимаю, рабочая нить за работой. Второй изнаночный ряд я довязала до конца и вязание снова перевернула на лицевую сторону. Сбоку я должна поднять нить коричневого цвета, то есть того цвета, которым мы провязывали подошву. То есть нить горчичного цвета я откладываю. И теперь получается первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее в третьем лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Третий лицевой ряд я довязала до конца, вязание переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию четвертого изнаночного ряда. Кромочную петлю я снимаю, и далее в четвертом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Пятый лицевой ряд. Сбоку я поднимаю нить горчичного цвета и первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее наш узор мы будем вывязывать в шахматном порядке. Поэтому вот наша петля. В предыдущих вот здесь рядах из одной петли мы сразу вывязывали 3 петельки. Поэтому с учетом того, что узор мы вяжем в шахматном порядке, здесь сейчас эту петлю я просто снимаю, не провязывая. Рабочая нить остается за работой, а вот из следующей петельки я вывязываю 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Далее одну петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. И из следующей петли я вывязываю 3 петельки. Лицевая, накид, лицевая. Одну петлю снимаю, и из следующей петли я вывязываю 3 петельки. Так я сейчас провяжу до конца пятый лицевой ряд. Шестой изнаночный ряд. Кромочную снимаю, и далее у меня идут сразу 3 горчичных петли. Теперь этих 3 горчичных петли я должна провязать 3 петли вместе одной лицевой петлей. Следующую коричневую петлю я сейчас просто снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой. И опять 3 горчичных петли я провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей. Коричневую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой. Так мы сейчас довязываем до конца шестой изнаночный ряд.
сбоку я поднимаю нить коричневого цвета и первую кромочную петлю провязываю лицевой. И далее все петли до конца 7-го лицевого ряда я должна провязать лицевыми. 8-й изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли до конца 8-го изнаночного ряда я должна провязать сейчас изнаночными. Итак, вот я провязала еще, получается, один раппорт узора. Второй раппорт узора в высоту сейчас вы должны провязать самостоятельно. Единственное, смотрите, раппорт нашего узора равен 8 рядам. Вы должны сейчас провязать 7 рядов от второго раппорта. Так как, смотрите, сейчас вот моя вторая заготовка. То есть вот я провязала здесь также 2 раппорта узора и заканчиваем вязание мы вот также коричневым цветом. Поэтому, смотрите, здесь с лицевой стороны я провязала 7-й ряд, провязывая все петли лицевые. И когда перевернула вязание на изнаночную сторону, в 8-м изнаночном ряду второго раппорта я начала закрывать все петли этого ряда. Поэтому самостоятельно сейчас провяжите, получается, 7 рядов от второго раппорта. Далее я подключусь, и мы вместе с вами закроем петли этого ряда. Итак, я провязала от второго раппорта 7 рядов, то есть не довязывая один последний изнаночный ряд. Теперь наше полотно я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я буду закрывать петли этого ряда. Первую петлю я снимаю, далее следующую по порядку петлю я сейчас провязываю изнаночной. Петля, которая оставалась на спице, я ее подхватываю перед работой, протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петлю. И опять 1 петля изнаночная, петлю подхватываю перед работой, протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петлю. Изнаночная, петлю протянула и спустила. И опять 1 петля изнаночная, петлю протянула и спустила. При закрытии петель стараемся контролировать натяжение петель и нити вот здесь, в этом месте, так, чтобы край не был сильно туго перетянут. Итак, вот я закрыла все петли этого ряда до конца. Последняя вот моя идет именно петля, я ее вытащила подлиннее, ниточку от моточка обрезала, и теперь вовнутрь этой нашей петли я вставляю кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Наша заготовка полностью готова. Теперь нам осталось только ее сшить. Предлагаю начинать сшивать нашу эту деталь как раз таки с задней части. Ну а я сейчас в иголку с большим ушком одену кончик нити, где я сейчас вот именно набирала петли от наборной нашей ниточки. И теперь сшивать наши слитки я буду по лицевой стороне. Поэтому беру вот таким образом, складываю 2 края. Вот идет моя нить. Иголку я буду вставлять именно в кромочные петли. Вот край, который ближе ко мне, здесь я буду иголку вставлять к себе. А край, который дальше от меня, иголку я буду вставлять вот от себя. Здесь к себе, а здесь от себя. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы вот здесь все полосы у нас ровно сошлись. Вот именно находились друг напротив друга. Поэтому при сшивании мы обязательно это контролируем. От себя, а здесь к себе. В тот момент, когда у нас осталось небольшое отверстие, буквально вот на ширину указательного пальца, этот уголок я сейчас, то есть вот он у нас идет, возьму и стяну. Для этого кромочные петли этого угла я сейчас вот таким образом нанизываю на иглу.
И дальше беру и этот уголок стягиваю, при этом, чтобы основной шов у нас был эластичный, не перетянутый. Далее иголку я вывожу в изнаночную сторону. И дальше буквально несколькими стежками прошью еще по изнаночной стороне. И ниточку с иголки вынимаю. В конце я спрячу этот кончик. Теперь я сразу приступаю к оформлению мыска. Здесь, смотрите, все эти кончики сейчас для оформления мыска нам не понадобятся. Поэтому все эти кончики нити я пока вот кладу в изнаночную сторону. В принципе, можно сейчас сразу здесь их спрятать. Вот именно по изнаночной стороне вдоль этого шва. Можно это будет сделать и потом, поэтому здесь на ваше усмотрение. Теперь смотрите, в иголку с большим ушком мы должны одеть нить коричневого цвета от моточка. В иголку с большим ушком я одела нить коричневого цвета. Теперь беру мою заготовку вот таким образом, то есть лицевой стороной к себе. И теперь смотрите, вот этот участок, то есть от горчичной полосы, вот до горчичной полосы, и все эти кромочные петли этого вот буквально коричневого края я должна одеть вот на иглу. То есть вот таким вот образом все эти кромочные петли. Так, теперь иголку я вытаскиваю, тяну ее не до конца. То есть вот кончик здесь у меня остается. И теперь здесь я сейчас завяжу двойной узелок. Вот раз и сразу же два. И аккуратно это все затягиваю. То есть нам нужно так, чтобы здесь сформировался такой аккуратный маленький кружок. То есть вот хорошенечко затянула. То есть вот теперь смотрите, эту часть мы стянули. И теперь дальше этой же нитью, вот у меня идет моя иголка, я буду сшивать остальную часть нашего мыска. То есть эту часть стянули, теперь мы должны прошить вот этих два края между собой. То есть вот именно два вот этих края. Здесь на этом промежутке иголку я буду вставлять. То есть смотрите, вот идет кромочная петля, и сразу где-то около кромочной петли будут идти протяжки. То есть вот здесь справа налево сначала с одной стороны, и затем на обратную сторону иду, и здесь также вот справа налево. При сшивании здесь мы обязательно также контролируем, чтобы все полосы ровно совпали и располагались друг напротив друга. То есть здесь у нас горчичная, и соответственно здесь вот у нас идет горчичная петелька. Справа налево вставляю иголку здесь. Здесь коричневый участок с лицевой гладью, справа налево. И здесь вот идет между горчичными полосами участок коричневый с лицевой гладью, справа налево. Горчичная полоса справа налево. И здесь также горчичная полоса справа налево. Далее коричневый участок справа налево. И здесь также коричневый участок, вставляю иголку справа налево. В конце вот у нас идет коричневая полоса здесь и коричневая полоса здесь. Это мы прошили ровно до вот этих наших углов. Теперь что мы делаем дальше? Мы должны вот эту часть, которую мы прошили, стянуть. Поэтому берем вот за эту нить, которую мы сейчас сшивали, тянем аккуратно, чтобы нить нашу не порвать. То есть и вот это все максимально, насколько это возможно, стягиваем. То есть мы формируем вот здесь округлый мысок. То есть вот стягиваем. Все. Теперь
сразу после того, как эту часть мы стянули, мы соединяем вот таким образом вот этих два края и приступаем дальше к сшиванию нашего мыска. Здесь также, смотрите, я буду прошивать не за кромочные петли, а вот у нас идут галочки от лицевых петель. То есть вот, вот и так далее. Точно так же, если посмотреть, у нас идет и по обратной стороне. То есть вот идут галочки из лицевых петель. Поэтому здесь я иголку буду вставлять за две стенки этой галочки, также справа налево. То есть вот одна и вторая стенка петли. Справа налево здесь. И сразу иду на обратную сторону. И вот здесь наша также галочка из лицевых петель. Две стеночки, справа налево иголку вставляю здесь. Далее здесь справа налево. То есть сначала одну сторону прошиваю и затем сразу иду на обратную сторону и иголку также вставляю справа налево. Здесь и затем здесь справа налево. Теперь смотрите, вот мы прошиваем всю эту длину передней части, и вот это расстояние, отверстие, куда мы должны вставлять ногу, ну вообще должно быть по вот этой ширине примерно около 11 сантиметров. Поэтому это можно сразу сейчас и измерить. 11 сантиметров. Ну вот, в принципе, все. Я прошила всю вот эту длину мыска. После того, как мы наши слитки сшили, мы должны их вывернуть на изнаночную сторону, и все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. И все, наши слитки полностью готовы. Вяжутся просто, быстро, смотрятся красиво и интересно. При необходимости вот этот край вы можете обвязать крючком, столбиками без накида. То есть, ну, в данном случае это не обязательно. То есть, но при желании вы это сделать можете. То есть по подошве у нас идет лицевая гладь, и здесь у нас получается всего лишь 2 шва. Задняя часть и вот здесь мысок мы с вами вместе сшили. Друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!